Аса жеңіл салмақтағы жаңа чемпион Ю Суян! Друзья, приветствуем вас на канале Найза ТВ. Сегодня вы увидите историю напряженного противостояния между корейским чемпионом Ю Суйоном и претендентом из Кыргызстана Султаном Жолдашбеком. Для начала давайте узнаем, как Ю попал в Лигу Найза и завоевал чемпионский пояс в легчайшей весовой категории. Суйон появился через Саята. Саят сегодня находится в Таиланде. Это один из таких топовых менеджеров, который подписывает к себе достаточно высокопрофессиональных и сильных бойцов. Суйон, не сказать, что до Найзы был какой-то определенный, имеющий медийную какую-то составляющую, но очень сильный черный пояс и скромный боец. Сегодня в мире ММА мы всегда обращаем внимание на шумных, на эпатажных бойцов, но вот есть такие персонажи, есть такие люди, как Суйон, которые много не говорят, но очень эффективно и красочно все делают. Изначально корейский боец должен был драться против звезды казахстанского ММА Жумана Жумабекова на Найза 37. Но тогда из-за позитивного ковид-теста суперкорейца этому поединку не суждено было состояться. Да, 2 минуты, там просто беззащитно уже практически избивает. Следующим соперником будущего чемпиона должен был стать Рауан Бекболат. Этот бой страховал титульное противостояние между Айдыном Кодеком и Еламаном Шертаевым на турнире Найза 44. Ну вот смотри, что творит Шапалов в это время. И засыпает Шапалов! Еламан Шертаев одерживает досрочную победу. И сейчас, скорее всего, увидим сдачи! Сдача! Айдын Кодек одерживает очередную досрочную победу в первом раунде. За пояс должны были драться Айдын Кодек с Еламаном Шертаевым. Еламан Шертаев не смог согнать вес. Тогда мы Суйонга подняли снизу и поставили за титул. За день до боя прошла пресс-конференция с участием бойцов главного карда. На церемонии взглядов между бойцами промелькнули искры, разгоревшиеся потом в клетке. На арене хозяин, так что для... Вот это да! Вот это да! Неожиданно! Неожиданно! Подай справа. И слева боковой от Кодека. Джек и... Как только чувствует, что есть опасность, еще раз попадать, получше стал работать. В боксе. Тейкдаун. Нельзя пускать, забивает. Продолжается поединок. Сразу же многие борет опять. Да, очень мало сил. Срывает. Пошел вперед Айдын, просто на всех ресурсах. Сможет ли? Есть! А вот это уже реальная позиция для ручного треугольника. Ю становится новым чемпионом Найза в легчайшем весе. Аса жеңіл салмақтағы жаңа чемпион. Алымды көк бұрша Ю Суян! Далее, чтобы определить следующего противника для чемпиона, команда Найза объявила гран-при в легчайшем весе с призовым фондом в 5 миллионов тенге. Как пришла идея гран-при? Ну как она пришла? Когда я увидел, что в октагон запрыгивают ребята этого дивизиона и все хотят подраться с Суйонгом, как-то кого-то обижать или как-то кого-то обделять не хотелось. И я им сказал: ребята, ну Суйонг завтра-послезавтра точно не подерется. А что вы будете делать все это время? Чемпион может драться там раз в год, 2 раза в год. Ты же не будешь его полгода ждать, чтобы потом с ним выйти. Я говорю, ну давай между собой подеритесь в гран-при, определим того сильнейшего и по достоинству вытащим соперника, достойного подраться с Суйонгом, с чемпионом, да. Не будем говорить про имя, скажем про титул. Они откликнулись, мы поставили хороший призовой фонд, 5 миллионов тенге, гран-при, Ильжан Аляскар, Дастан Амангельдиев, Султан Жолдашбек и парень из Бразилии. Первым поединком гран-при был бой между Султаном Жолдашбеком и Рафаэлем Диасом. Полуфинал гран-при легчайшего веса. Претендента в гран-при. Удастся ли перевести? Я думаю, что да, удастся. Встал на ноги, использовал этот момент, развернул сам разгором. Бросается уже Султан. Сейчас повторить то, что делал до этого. Более активных действий от Рафаэля. Добирает, скинул, заползает все-таки.
Но есть у него такая черта. Вылазит и Лупланда. Какая вот у него сейчас была улыбка. Психологическое давление. Вот Жолдашбек пошел. С клинча. Удушающий прием! Закрывает анаконда! Нет! Вылези отсюда! Что происходит? Султан Жолдашбек. Отлично! Характер отрабатывает в углу просто. Султанбек Жолдашбек! Второй финалист Гран-при определился в схватке между Дастаном Амангельды и Ельжаном Алиаскаром. Пошел вперед сразу, чего мы ждали от Алиаскара. Да. Есть, попадает еще раз. Сам попался. Пошел, борется. Есть. Да, закрыл. Выходит на удушающий прием. Висит на оппоненте. Еще убийца. Да, есть сечка. Успел увернуться. Удар. Еще один удар навстречу. Отвечает за Жан Алиаскар. Есть еще. Опять. Утопают просто в крови сейчас бойцы. Смотри, что происходит. Еще выходит. Вот она, закрывает. Достан. Близок к досрочной победе. Дастан Амангельда одерживает победу во втором раунде. Дастан Амангельда! Финальная схватка за право подраться против чемпиона состоялась в мейн-ивенте турнира Найза 49. Первый раунд, погнали. Думающих бойцов в октагоне. Встречает космос. Потрясен! Сюда после джеба! Половина раунда За спину. Опасно! Заряжать! Бороться. Дастан прихватывает ногу, выходит за перевод с клуба Яргангаш. Да. Колено Есть на клинче. выходе. Султан не будет султаном, если что-то сейчас под концовку не учудит. Да, вот он и пошел вперед. Особенно в бою против Ельжана Алиаскара. Драться на равных. Есть попадание. Да, на руках получше. Из этого соорудить тейкдаун. Хороший Здесь главное размер, не пропустить попадает удар. Султан. И Дастан и Султан настолько хороши, достойны оба бойца финала. Забирай шею! Душит! Есть попадание хайкиком, коленом отвечает. Есть! Накачивает просто эмоционально ребят. Есть! Бросается в ноги, но не. Дастану никак нельзя играть. Потрясен! Дастан! После джаба упал. Есть! Видит пока. Есть попадание. Султан. Справа сейчас, кажется, Есть! Нанес Его! сильный удар. Пытается сейчас. Маунт залазит, ручной треугольник! Душит, Дастан, душит! В первом раунде попытка удушающего! Контроль от Жолдашбека выходит за спину! Султан! Жолдашбек! Но результат боя оставил много вопросов. Встретились Дастан Амангельдиев и Султан Жолдашбек. У людей до сих пор вопросы, кто победил. У меня лично мнение было, что была ничья, но судьи отдали победу Султану Жолдашбеку. В этом поединке с Дастаном Амангельдиевым было такое, переходило преимущество то одно, то в другую сторону. Но в итоге судьи подняли руку Султану Жолдашбеку. Но при этом Дастана мы со счетов не списываем. Где будут драться Султан Жолдашбек и Суйонг, там будет драться Дастан. Если у них все будет хорошо, если они подготовятся, здоровье, вес сгонят, они будут драться. И, возможно, страховать этот поединок будет Дастан. Или же после победы Суйонга или же Султана следующим претендентом обязательно будет Дастан. Дастан — это парень, который взросленный в нашей лиге, очень сильный, эффективный. Еще когда он там один только 2 боя провел, про него мне говорил Жалгаз Жумагулов, Сергей Морозов. Я еще так не сильно смотрелся, но потом убедился, это очень сильный, достаточно такой серьезный соперник. Скоро 2 сильнейших бойца легчайшего веса схлестнутся за пояс самого конкурентного промоушена Азии Лиги Найза.
много поединков проходит у нас в лиге, но этот поединок, я больше чем уверен, Бирюса войдет в методики подготовки бойцов. Почему? Потому что два мастера бразильского джиу-джитсу, два мастера ММА, два профессора октагона выйдут и будут драться не только там оспаривать или как бы применяя там физическую какую-то функциональную возможность, но и мозг. Это очень два таких хитрых шахматиста, которые будут драться в октагоне. И это зрелище обязательно надо посмотреть. Почему? Потому что таких боев не так много. Не так много, и их обязательно надо видеть. Пока мы готовили этот ролик, мы обратили внимание, как много комментариев под боем Султана против Дастана. Мы услышали вас и решили организовать этот поединок, который должен был стать главным на Найза 53. Но, к сожалению, Султан не сможет выступить на этом турнире. Сейчас лига готовит поединок Дастана Амангельде против Еламана Шертаева. Следите за официальным анонсом в наших соцсетях. Все подробности скоро.